Всем привет, я Богдан. И знаете, у меня есть такая проблема, что я если начинаю заниматься каким-то делом, то меня нельзя от него оторвать. Я буду им заниматься 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Постоянно. Но стоит мне про него забыть на какое-то мгновение, отвлечься, то есть отдохнуть на диване, все, я про него забываю, и я ухожу в ужасный мир, где я ничего не делаю. Я сижу постоянно в социальных сетях, я не учусь, ничего, понимаете, ничего. И каждому из нас случалось откладывать на потом важные дела. Максимально затягивая их выполнение, занимаясь чем угодно, но только не тем, что вам надо. Я не в силах объяснить себе, почему мы так поступаем. А потом мы терзаем себя чувством вины и из-за сорванных сроков, и из-за того, что не смогли совершить того, чего мы хотели. Вместо важных дел, имеющих для нас какой-то смысл, мы занимаемся чем-то несущественным. То, что нас отвлекает, и по сути нам вообще это не важно. Итак, сегодня мы будем говорить про прокрастинацию. Внимание, прокрастинация – это не просто лень. Так как ленивый человек не хочет ничего делать и не испытывает никакого беспокойства по этому поводу. В то время как прокрастинирующий же рад был бы что-нибудь сделать, но у него не получается это начать. Люди любят оставлять свои дела на последний момент по своей натуре, объясняя это тем, что лучше им работается в каких-то ожесточенных условиях, то есть когда приближается дедлайн, либо когда над ними стоит начальник и говорит: не будешь работать, не заплачу тебе. Но на самом деле это не так, и откладывание дел на крайний срок – это питательная среда для стресса, потому что накапливается много факторов, которые потом нас и губят. Не зря есть поговорка: не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Сейчас 3 интересных факта про прокрастинацию. Первый факт. 20% людей являются хроническими прокрастинаторами. Они откладывают все дела на потом. Второй факт. Прокрастинация не считается проблемой. Так думают многие, но на самом деле это не так, потому что могут произойти достаточно плохие вещи. Знаете, был такой случай, у меня было 2 знакомых, они были лучшими друзьями, и они договорились, что один другому сделает проект безвозмездно, то есть они просто на добром слове «спасибо». Тот, который принялся выполнять работу, он откладывал все время на потом, и когда уже пришел момент дедлайна, друг его спрашивает, что там с проектом, а тот отвечает, что извини, я его не сделал, и на этом порушилась их дружба. Перейдем к третьему факту. Прокрастинаторы любят самообман. Это, знаете, такие утверждения, что-то типа «я сегодня не в том настроении», «будет лучше, если я перенесу это дело на завтра», или «мне лучше работать под давлением». На самом деле это все банальные оправдания, которые человек говорит самому себе или окружающим, лишь для того, чтобы объяснить причины своей лени. Тем самым он поясняет, что он бездейственный и не желает принимать важные решения. Перейдем к мотивации. Все мы когда-то родились и, к сожалению, когда-нибудь умрем. Время нашей жизни ограничено и конечно, а потому самая большая ценность – это время. Поверьте, ни деньги, ни отдых за границей, ни статусные вещи. Кстати, про них можете посмотреть в предыдущем моем ролике. Ссылку я оставлю. Самое важное, что у нас есть, это время. Его нельзя купить, нельзя продать, нельзя взять взаймы, нельзя заработать. Что касается времени, то оно уходит очень быстро. Факт конечности жизни рассказывал Стив Джобс в обращении к студентам Стэнфордского университета. И он им сказал очень хорошую вещь. Осознание того, что я скоро умру, лучше всего помогло мне принять важные решения в моей жизни. Перед лицом смерти почти все теряет значение. Мнение окружающих, амбиции, страх позора или провала. И остается только то, что по-настоящему важно. Помнить о том, что ты умрешь, это лучший способ избежать мысленной ловушки, которая заставляет тебя думать, что тебе есть что-то терять. По факту ты уже голый, и нет никаких причин не следовать зову сердца. И знаете, эта фраза Стива Джобса дает задуматься над всей своей жизнью. Ведь осознание конечности жизни приводит к тому, что мы стараемся тратить отпущенные нам небережно. Мы начинаем искать то дело, которым бы мы хотели заниматься на протяжении всей жизни.
и оно бы было нам не в тяготу и приносило нам удовольствие. В заключение хотелось бы сказать, что из-за прокрастинации мы теряем время, которое могли бы потратить с пользой. И если нам удастся ее победить, то мы сможем сделать больше дел и эффективнее реализуем наш жизненный и творческий потенциал. Спасибо, что посмотрели это видео до этого момента. Если вам понравилось, то почему бы не поставить Луцк и написать комментарий. Ну и, конечно же, подписаться. Все, давайте, пока.